Добрый день! Вы на канале Craft and Fix. И сегодня мы с вами организуем хранение маркеров для скетчинга, которые так популярны у многих детей и взрослых. На просторах AliExpress я нашел вот такой органайзер. Но что-то в его размерах показалось мне подозрительным. Измерив маркер и сопоставив с размерами китайцев, стало понятно, что картинка не соответствует действительности. Поэтому я решил сделать что-то аналогичное, но по своим размерам. Да, для этого понадобится лазерная резка. Как всегда, в описании под роликом будет ссылка на файл для резки. В качестве материала в этот раз я использовал МДФ толщиной 4,1 мм. Из него делают катушки для переплетной пружины. Выбрасывать эти круги всегда не поднималась рука. И вот нашлось для них применение. Комплект деталей состоит из задней стенки. В моем случае ее пришлось сделать из двух деталей, чтобы вписаться в эти круглые заготовки. Далее две боковые стенки. Одна центральная и одна нижняя, а также 5 наклонных полочек. Проведем предварительную примерку деталей. Как видите, они вставляются друг в друга совершенно свободно. Но вот с нижней стенкой что-то пошло не так. Я допустил ошибку в файле, и на задней стенке нет прорезей под шипы. Придется доработать стенку с помощью ножа. В файле под роликом эта ошибка уже исправлена. Вот, деталь доработана, и можно приступить к сборке на клей ПВА момент столяр. Итак, приступаем. Сначала соединяем заднюю стенку. Далее устанавливаем центральную. Излишки клея убираю ватной палочкой. Затем наносим клеем на боковую стенку и устанавливаем ее на место. Аналогичным образом устанавливаем вторую боковину. И финал сборки всего корпуса – это установка нижней стенки. А далее все еще проще. Устанавливаем полочки, не забыв при этом смазать клеем. И вот сборка полностью завершена. Теперь при желании можно окрасить этот органайзер.
Ну вот такой органайзер получился. Он вмещает от 180 до 192 маркеров. А вот так он смотрится на своем постоянном месте. Как видите, тут даже не видно, из чего он сделан. Так что окрашивать его или как-то декорировать я не стал. Для тех, кто захочет повторить конструкцию или как-то усовершенствовать, в описании под роликом есть ссылка на файлы для резки. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. До новых встреч на моем канале.